Всем привет на этом канале. Джигит один спрашивал. Клапана отрегулировал, а зазоры постоянно в клапанах сбиваются. Что это такое? Вот сейчас буду регулировать клапана, попутно рассказывать, что это такое. Так, ну чтобы их отрегулировать, что надо? Крышечку снять. Вот гаечку ключиком на 13 открутили. Сняли вот эту крышечку. Вот у нас открывается клапанный механизм. И сейчас надо поставить поршень в ВМТ на такт сжатия. Притом в этом двигателе, это в принципе в любом четырехтактном двигателе, поршень можно поставить в ВМТ на такт впуска, а можно поставить на такт сжатия. Так нам надо именно такт сжатия, потому что если на ВМТ такт впуска, то ничего не получится. Но дело в том, что не все так просто. Клапана, как мы знаем, регулируются на холодную, потому что это холодный зазор. Когда мотор горячий, их регулировать не надо. Но дело в том, почему еще могут сбиваться зазоры. Вот тут стоит распредвал. С одной стороны стоит на подшипнике качение, а с другой стороны на втулке. Вот масляный насос, идет канал на масляный фильтр. С масляного фильтра идет канал вертикально вверх на смазывание коленвала. Вот здесь вот. А вот видите, это тоже идет масляный канал. Разветвление идет вот вверх. На коленвал пошел, а сюда пошел масляный канал. И идет внутрь блока аж на ту сторону, на другую сторону. А там на другой стороне на распредвале стоит не шарикоподшипник, а втулка. Правильно было бы, если шарикоподшипник там стоял, но там стоит втулка. И вот если эта втулка разбита у вас на распредвалу, то распредвал на шарикоподшипнике с одной стороны нормально держится, а с другой стороны на втулке вот так вот на разбитой бегает концом. И вот тогда вы клапана в жизни не отрегулируете. То есть вы их отрегулируете, а они собьются. Потому что что? Потому что можете отрегулировать, когда распредвал в разбитой втулке вот такое положение занял, отрегулировать клапана, а он потом раз и стал в такое положение. И зазоры в клапанах у вас сбились. И что? И капец, то есть капут. Никогда вы клапана не отрегулируете. Это одна из причин. Так вот, чтобы вот этой фигни не было, во-первых, надо отремонтировать, чтобы втулка была не разбита. А если она уже немножко разбита, то сначала под втулку надо закачать масло. Понимаете? Масло надо закачать, потому что без масла нифига не получится. И, в принципе, это на любом двигателе, на мемзах эта проблема тоже есть с клапанами. Сначала надо закачать масло, не заводя двигатель. Вот сейчас этим будем заниматься. Двигатель холодный, масло, когда он стоял долго, оно стекло в картер, и там во втулке масла нету. Поэтому подачи топлива ставим на минимум, то есть вроде как глушим, чтобы он не завелся. Берем нашу любимую коробочку, вот, выжимаем декомпрессор. Для этого крышечку снимать не надо. Это я поспешил. Потому что если крышечку снимете, то декомпрессор работать не будет. Вот, теперь выжимаем декомпрессор. Крышечку я назад поставил. И крутим коробочку, пока у нас давление масла не появится. То есть, пока вот этот поплавок не встанет. То есть, датчик давления масла. Вот, в общем, крутим, пока не встанет. Тут легко запомнить. И маслаем, пока масло не закачается. Вот, встал. Как у молодого встал. Так. И после того, как встал, еще раз 10 ручечкой маслаем. Можно и больше, никто не запрещает. Главное, чтобы масло закачалось под втулку распредвала. Иначе зазоры отрегулируйте, они опять будут сбиваться. Вот видно, что из этой вот дюрочки масло побежало. Значит, что? Значит, уже хватит. Когда из этой дюрочки масло побежало, а эта дюрочка идет на смазку клапанного механизма. Значит, если из нее масло побежало, значит достаточно, потому что вот эта дюрочка, масло на нее подается после втулки распредвала. Если из нее масло бежит, значит втулка распредвала смазалась. То есть там зазоры эти заполнились маслом, теперь можно регулировать клапана. Такой вот нюансик. Но перед этим надо поставить поршень в ВМТ. Для этого берем маховик, крутим. Вот начал он сопротивляться. И мы доводим нашу метку ВМТ до верху. Вот. Вот он зашипел, компрессия вышла. Вот у меня меточка ВМТ. Ставим напротив моей меточки ВМТ. У меня свои метки. Вы можете по заводским ставить. Я свои нанес, чтобы на заводские. Они неудобные заводские, у меня свои. Все. Поставили ВМТ. При регулировке клапанов, вот это, чтобы метка тюделька в тюдельку совпадала, не надо. Можно регулировать, если он там отклоняется на пару сантиметров туда-сюда, ничего страшного. Это когда впрыск ставите, надо, чтобы тюделька в тюдельку совпадала. А на клапанах не обязательно. Так, и теперь можем регулировать клапана. У нас теперь зазор в выпускном клапане, зазор во впускном клапане. Так, и еще можно поставить коленвал. Неправильно. Вот сейчас покажу, как неправильно. Неправильно это
еще раз крутим коленвал, потому что коленвал можно поставить в ВМТ в двух положениях. На такте сжатия, на такте впуска. Вот делаю еще круг коленвала. Вот моя меточка подходит, вот она. Вот ставлю так, как было. Вот теперь неправильно коленвал стоит. Поршень ВМТ, но такт не тот. И теперь смотрим на клапана. Выпускной зажатый, впускной зажатый. То есть у нас случилось перекрытие клапанов. Есть такой термин в моторостроении. Перекрытие клапанов. То есть оба клапана немножко поджаты. Вот это неправильное положение для регулировки клапанов. Потому что если сейчас мы поставим зазоры при таком положении, то у нас перекрытия клапанов не будет. А когда повернем маховик на 180 градусов на правильный такт, у нас зазоры получатся слишком большие. Поэтому кто не сведущ, кто делает первый раз, то ему может показаться, что зазоры сбиваются. На самом деле регулировал клапана не на том такте. Надо регулировать на правильном такте. А правильный такт ищется, как я уже показал. Крутите, крутите, мотор начал сопротивляться. Вот, начал сопротивляться, то есть компрессия. Воздух в цилиндре начал сдавливаться, потому что нам надо такт сжатия. И доворачиваем уже насильно маховик, чтобы метки на маховике, метка ВМТ на маховике совпала на метке на корпусе. Все, вот так вот клапана у нас стоят теперь правильно. Фиксируем и пошли регулировать. Ну еще раз посмотрим. Вот мы правильно в такт поставили. Зазор. Зазор. Значит, все хорошо. Вот так вот и регулируем. Зазор регулируется. Значит, на впускном 0,15, 0,25, на выпускном 0,25, 0,35. Но я обычно ставлю золотую серединку 0,2, 0,3. Вот сейчас этим займемся. Померил я зазоры. В выпускном у меня все чудесно. Не сбились зазоры. Когда у вас зазоры за сезон не сбиваются, это значит, что двигатель в очень хорошем состоянии. Потому что когда зазоры сбиваются, как Жигит спрашивал, то это есть проблема. Сейчас я о ней буду рассказывать дальше. Вот. Тут у меня на впускном 0,25 сейчас зазор. В принципе, в допуске, но я сделаю немножко меньше. Не столько для того, что надо сделать, а сколько для того, чтобы просто тупо видео снять. Вот. Отпускаем вот эту гаечку, контргаечку. Вот. И потихонечку поджимаем винтик. Вот так вот. И меряем зазор. У меня щупик 0,20 миллиметров. 2 десяточки. И должен легко с закусыванием заходить. Одна только проблема, что сюда неудобно залезать, зараза. Вот этот у него зазор. Легкое закусывание. Так. Контрагаем это дело. Вот. Проверяем. По-моему, лишнего. Не, нормально. 0,25. 0,25 проходить не должен. Вот берем щупик 0,25. Он вообще заходить не должен. Не заходит. А сейчас берем щупик 0,15, который у меня в этом наборе нету. Сейчас возьмем другой. Вот у меня есть другие щупы. Тут щупик 0,15 есть. Это крайний зазор. И смотрим. Вот. Хорошо заходит. Все, значит тут зазор 0,2. Все, отрегулировали клапаночек. А перед тем, как регулировать, вот проверяйте вот эти втулки, разбиты они у вас или нет. Потому что двигателя даже новые, китайские, только с магазина, у них вот эти втулки такие зазоры имеют, что там клапана бессмысленно регулировать. Потому что если на разбитых вот втулках будете регулировать клапана, то, соответственно, никогда не отрегулируете. Они у вас постоянно будут сбиваться, их просто невозможно отрегулировать. Вот видите, у меня втулочка уже не родная стоит, бронзовая. Это я менял, потому что родная втулка с завода была с таким зазором, что капец. Я ее поменял. Вот, это у меня уже втулочка ремонтная. Сначала ремонтируйте, потом регулируйте, потому что клапана смысла нету на разбитом двигателе регулировать. Так, и еще раз повторюсь. Вот если вы сезон отработали, если у вас с двигателем все хорошо, то у вас клапана сбиваться не должны. Потому что, почему зазоры в клапанах могут сбиться? Потому что какая-то неисправность, либо двигатель уже разбит, либо сам клапан, либо гнездо клапана должно износиться. Но за один сезон обычно у нас пользователи, 50 моточасов за сезон отрабатывают, не больше. Это маловероятно, то есть этого быть не должно. Вот, поэтому из-за износа деталей зазоры не уходят. Если они у вас ушли, то это, скорее всего, что? Вот я вам сейчас расскажу. Это значит, что ваш двигатель работал на неправильном смесеобразовании, то есть работал с дымом. А если дым, то на фаску клапана садится сажа, и тогда она имеет толщину. Прослойка получается сажи между
тарелкой клапана и гнездом клапана. И что? И клапан у вас, получается, опускается вниз. Там же прослойка, получается, прокладка. Он опускается, зазор, и у вас становится больше. Вот. Так вот, если вы работали мотором, а потом в конце сезона или в начале сезона начали регулировать, а тут клапана большие, вот, и зазоры при этом везде в деталях нормальные, то у вас проблемы с нагаром, товарищи джигиты. Товарищи джигиты неправильно работали с мотором, либо давали лишнюю нагрузку, либо форсунка неисправна. В общем, при неисправной форсунке зазоры в клапанах всегда будут сбиваться, потому что образуется нагар. Регулируйте, не регулируйте, один хрен нагар сядет, и зазоры у вас собьются. Такие вот дела. И потом будете мне писать и спрашивать, почему сбивается зазор. Зазоры — это тонкая вещь, как восток, понимаешь, могут сбиваться из-за того, что или неправильно ВМТ поставили, либо разбиты детали, зазоры плохие в самом механизме клапаном, либо форсунка неисправна, повышенное нагарообразование. Может быть, глушитель забит, может быть, воздушный фильтр забит, но в любом случае двигатель работает неправильно. Осаживается сажа на деталях, и получается у вас зазоры идут в разнобой. Вот, когда образовалась сажа, у вас зазоры становятся больше, потом, когда сажа начинает выгорать, после того, как вы форсунку отрегулировали, вот, сажа начинает выгорать, уходить из пасок клапанов, зазоры уменьшаются. Опять же, вас зажимает клапана. Регулируй, не регулируй, все равно получишь, как говорится, шайбу. Поэтому, чтобы регулировать клапана правильно, надо сначала двигатель эксплуатировать нормально, потому что на неправильно эксплуатируемом двигателе появляется сажа, появляется нагар, и клапана тогда регулировать бессмысленно. Это знают те, у кого газовая аппаратура, там в интернете, знаете, сколько много видео, надо ли регулировать клапана, когда у вас стоит ГБО, ГБО сушит. Зазоры надо чаще регулировать. Так там зазоры регулируются по той же причине. Потому что ГБО сгорает газ, он дает мало нагару. Нагар постепенно уходит из пасок клапанов, клапана зажимает. И это никак не связано с износом двигателя, либо с тем, что сушит клапана. Это связано с тем, что там в двигателе нагар. Когда двигатель работает на бензине, нагар садится на фаску клапанов. Когда на газе, нагар уходит с фасок клапанов. Зазоры у вас зажимается. А если вы все правильно делаете, и двигатель у вас нормально работает, что на бензине, что на газе, вот по своему опыту скажу, я вот 10 тысяч проезжал, открывал, и у меня ни один клапан регулировать не надо было. Хотя ездил я на ГБО и на бензине. Такие вот дела. Главное, двигатель надо правильно, чтобы был отрепетирован, правильно работал. Иначе смысла в регулировке клапанов нету. Так, еще, если зазоры большие, вот, то у вас двигатель будет заводиться в обратную сторону. Вот это такая особенность этого двигателя. Сбивается фаза газораспределения, и он начинает заводиться в обратную сторону. Поэтому, зайцы-кролики, клапана регулировать надо. Я вот регулирую перед каждым сезоном. Вот, заодно проверяю, что у меня делается. Вот видите, у меня, по-моему, тут на коромысле есть проблема. Вот. Видите, забитый какой-то канал у меня. Это масляный канал. Через него масло должно плеваться. А он почему-то у меня как-то неправильно какой-то ржой забит. Вот, продул. А там капелька воды была ржавой. Вот. Какая-то проблема у меня с водой. Вода попала в мотор. Ну, это может быть просто конденсат. Вот. Но что-то мне это не нравится. Так, есть второе место, которое мне не нравится. Сейчас покажу. Вот тут у меня все в маселке. И значит, у меня маселка пропускала прокладочка, которая по клапанной крышке вот здесь вот пропускала маселка, потому что я говорил, у меня двигатель стал масло подъедать. Но, видать, он не подъедает, а теряет. Вот через это место, эту прокладочку, эта маселка потихонечку и скапывает. Вот. И краник в маселке. Короче, с прокладочкой беда. Надо прокладочку новую вырезать, ставить, потому что это капец прокладочки. Хотя на самом деле в регулировке клапанов ничего страшного нет. Тут ребенок справится. Один раз показать и справится. Никаких проблем, никаких сложностей тут нет. Главное внимание обращать на мелочи. И самое главное, чтобы двигатель был исправен и не эксплуатировался при неправильном смесеобразовании. Иначе смысла в регулировке клапанов нету. Так, ну сегодня такое видео. Я свои клапана сделал. Теперь радостный. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаден. И обязательно пишем комментарий в поддержку этого чудеснейшего канала.